Итак, мы в Чукунге. Это последний населенный пункт перед Айленд-Пиком. Завтра переход в базовый лагерь. Послезавтра в штурмовой и штурм вершины. Сегодня в обязательном порядке проверка снаряжения всех участников. Подогнаны ли кошки, хватает ли карабинов, есть ли все необходимое для восхождения. Себя не тянет. Доброе утро. Сегодня выдвигаемся с Чукунга в базовый лагерь Айленд-Пика. Тут в лодже оставили все лишние вещи, еду, которая будет использована на Амадабламе, футболки, шорты. Ну, в общем, все то, что нам не пригодится в ближайшие несколько дней восхождения на Айленд. С собой взяли палатки, дальше ночевки будут в палатке. Сейчас наши портеры ушли вперед к базовому лагерю, занесут туда грузы, ну а дальше уже сами. Суровый Толя. Да, злой. Что злой? Ну так, надо что-то сказать. Вроде довольный. Маша сегодня довольна. А ну, Маша, еще раз расскажи. Я не могу ругаться на камеру, Тарас. Скажи, что офигенно. Просто супер, невероятно, классно. Не хватает слов, чтобы описать виды вокруг и атмосферу. Именно так. $4800 это во мне 1300. Утром встаешь, так хочется куда-то в Азию, на моря, в тепло. Устал уже от этого трекинга. А потом собрался, выпил кофейку, позавтракал, вышел в дорогу. Идешь, топаешь, и вокруг настолько прекрасные пейзажи, что кажется, вечность шел бы так. И больше ничего не надо. Переход от Чукунга в базовый Айленд-Пика просто неимоверно красивый. С группами же в основном работают туристические портеры. Они несут в среднем около 25 килограмм. Чаще всего это два баула, где-то по 12-13, ну максимум 14 кило. Баулы нашим участникам мы выдаем. То есть в Непал вы можете приезжать хоть с чемоданом и с маленьким рюкзачком. Потом все свои вещи перепаковываете в баулы, а с собой берете лишь необходимое. Флиску, мембрану, бутылку с водой и фотоаппарат. Нужно понимать, что портеры утром пакуют вещи, и только вечером вы уже сможете до них добраться. В среднем стоимость целого портера около $20 в день.
Это сильно зависит от региона и сложности маршрута. На более легких и дешевых, соответственно, может быть немножко дешевле. На более сложных восхождениях может быть и по $25 в день. И чаще всего участники берут половинку, и это обходится плюс-минус в $10 за день трека. Базовый лагерь Island Peak. Высота чуть больше 5000, где-то 500. Мы идем немножко дальше, в самый конец. Что-то на всех восхождениях обычно наши палатки находятся в самом конце лагерей. Что, пришли в базовый лагерь Island Peak. Устанавливаем палатки. Место уютное, защищенное от ветра. Вдалеке он возвышается Чаладзе, а вон пик Хамадаблама. Часок отдохнули в базовом лагере, покушали и пошли заносить заброску в штурмовой лагерь на 5700, 5800. Идем не спеша, по чуть-чуть. Взяли с собой все высотное снаряжение, железо, системы, ботинки, еда, которая будет необходима нам на дни штурма. И занесем сегодня повыше, а завтра поднимемся уже сами. Что, как идется, Юрка? Отлично. Нормально? Идем, дышим, да. Занесли забросочку на 5550. Прячем вещи, завтра сюда поднимемся уже с палатками. Заберем все наше высотное снаряжение и пойдем выше. Будем по плану ночевать где-то на Фирновом плато. Первая ночевка на 5100 выдалась не самой приятной. Полночи было холодно, полночи болела голова. Потом с трудом таки удалось уснуть. В принципе, сон был не очень хороший, но это компенсировало то, что его было много. Спать нужно было с 8 вечера до 8 утра. В палатке собрался конденсат, поэтому вот спальники нужно все просушивать, пока светит солнышко утром. Сегодня на завтрак у нас Voyager. Вкусно? Берем наши потом мягкую упаковку. Ну что ты? Тут обуваем уже высотную обувь. Берем с собой все железо и выдвигаемся выше на снежное плато. Хорошо, идется? Без слов. Зачем вы сюда идете? Здесь найду ответ, перестану ходить. Осмотреться по сторонам. Расскажи мне,
Зачем ты в очередной раз лезешь в эту гору? Мне нравится. Тяжело? Нелегко. Наташа никогда не признается, что тяжело. Я даже танцовываю под музыку, когда это Молодец. Пришли к гребешку, вот и он проходит, а дальше так званый Crampons Point. Именно там надеваются кошки. Идешь такой на подъеме, понемножку умираешь, думаешь, зачем оно тебе надо, а потом приходишь к месту ночевки, понимаешь, что все не так уж и плохо. Вон просто посмотрите, какое прекрасное место для палаток. На высоте где-то 5830. Сейчас сидим, пьем чаек. И одна мысль. Самое красивое место для ночлега, которое только может быть. Очень красиво. Ну что, 3 часа ночи, встаем на штурм. Забавный факт, вроде и спишь, мучаешься, а вставать все равно не хочется. В спальнике все же какое-то тепло и уют насобирались. Но надо. Что, почти готовы к выходу. Так, Никитос проверяет кошки перед выходом. Ну что, готовы? Всегда готово. Первая группа, первая связка выдвинулась. Так, первая трещина на пути к Айленд-Пику. 2 года назад, когда я ее проходил, она была более горизонтальная, чем вертикальная, совершенно не такая, как сейчас. Вершинный взлет Айленд-Пика. Метров 150. Крутого такого жумаринга. Наша группа готовится. Да, вот и наша группа. Уже трохи подмерзло ждать. Короче, попали в пробку. Час уже еле передвигаемся. Там впереди вон на крутых перилах люди особо и не двигаются. Вроде до вершины метров 100 осталось. А идти. Что, понемногу лезем. Наташа уже начала. Ну что, ребятки, вот мы на вершине Айленд-Пика. Маш, как ощущения? Хорошо. Тяжело? Да. Долго ждали. Самая, наверное, долго ждущая моя гора. Все вон делают селфи. Вершина Айленд-Пика настолько мала, что наша группа в 14 человек тут не влазит. И даже не знаем, как сделать фотку с флагом. Но будем пробовать. Так, часа 2 мы простояли в очереди на подъем. И сейчас вот будет очередь на спуск на Дюльфер. Казалось бы, что уже может быть быстрее, но нет. Пейзажи открываются прекрасные. Вот на 3 метра спустился. Дать место на вершине восходящим. Слева Макалу. Какие-то Чополо. Собственно, вот наша главная цель. Амадаблам. Ну, а тут огромная южная стена Лхотза.
что, спустились в наш штурмовой лагерь. Выход занял, в принципе, не так много, всего 6 часов, но очень долго ждали на перилах по пути вверх. Ну, думаю, больше часа, может около 2. А уже на пути вниз, буквально возле лагеря, что-то прихватил меня такой рвотный кашель, что минуту пришлось прям остановиться и как-то привести себя в порядок. Ну, в общем, ожидаемо, немножко тяжело, но в меру. Очень классная погода, безветренно. Пейзажи просто неповторимые. В общем, круто. Вон Машатон доходит. Ну что, как тебе? Просто. Не просто? Давай, потянемся. Уже час тупим в хайкемпе. Очень медленно собираемся. Делать ничего не хочется. Даже встать и пойти за чаем 10 метров и то лень. И требует больших усилий. Но палатка уже собрана. Будем паковать рюкзаки и отправляться вниз. А еще совершенно нету аппетита. Идем на спуск. Спуск к стандартному штурмовому айленду. Треть пути примерно такая. Пришли к месту нашей заначки. Здесь мы переобуваемся с высотных ботинок на обычные кроссовки. Вон баулы спрятали где-то в камнях, чтобы никто не нашел и никто не отрыл. Так, наш заботливый Сирдар прислал в хайкемп целую бригаду портеров. Намасте. Они заберут наши ботинки и рюкзачки у девушек. Мы же свои вещи донесем уже до базового лагеря, а там перепакуем. И пойдем в Чукунг налегке. Вчера сходили на Island Peak, высота 6189, поднялось 14 участников с 15. И надо сказать, что было не очень легко, хотя я ожидал, что после Эвереста, кажется, какой-то шеститысячник не самый сложный, что тут будет тяжелого. Но нет, моментами было даже очень тяжело. И я думаю, это из-за того, что не хватало акклиматизации. Но, в принципе, все сходили, спустились в базовый лагерь, прошли 9 километров к Чукунгу. Вечером выпили пиво, о котором уже очень давно мечтали, покушали долбата. А сегодня будем спускаться в Пангбоче и отдыхать там целые сутки. Island Peak для нас был как этап акклиматизации перед главным восхождением. Восхождением на техничную и красивейшую вершину Амадаблама. К базовому лагерю, который мы и отправились спустя несколько дней отдыха в Пангбоче. Не переключайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дальше будет только интереснее. До встречи!